Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и сегодняшнее видео будет посвящено заготовке продуктов сразу на несколько недель вперед, так как мы будем готовить полуфабрикаты, которые заморозим. Это очень помогает экономить время на кухне, я довольно часто так делаю. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, и обязательно нажать на колокольчик, чтобы не пропустити випуск нових відео. А також для моїх друзів з України нагадую, що в мене є другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. Отже, обов'язково приєднуйтесь. Ну, начинаю с того, что возьму большой кусок говядины, здесь примерно 1,5 килограмма, и нарезаю ее на кусочки, чтобы было удобнее сделать из нее фарш. Готовый фарш я в магазине практически никогда не покупаю, так как не всегда понятно, из чего он сделан. Все-таки сделать свой дома гораздо надежнее. Также здесь у меня килограмм куриной грудки, ее тоже нарезаю такими кусочками, чтобы было удобно ее перебить в мясорубке. Ну и начинаю сначала с говядины в отдельную миску, в итоге у меня получается 1,5 килограмма фарша. Я обычно беру мякоть, выбираю такой кусочек, чтобы он был менее жирным. Ну а теперь точно так же делаю фарш из куриной грудки. Можно, кстати, использовать и куриные бедра или индейку, например. Тут опционально и на ваше усмотрение. Итак, в результате у меня получается килограмм куриного фарша и 1,5 килограмма говяжьего, и 500 грамм из говяжьего я добавляю в куриный, и теперь перемешиваю их вместе. Только говяжьего фарша у меня остался килограмм, в него я добавила 1 чайную ложку соли, хорошенько перемешиваю с него, и теперь и будем начинать. Из него я буду лепить небольшие фрикадельки, которые потом в дальнейшем буду использовать либо же для супа, либо же просто для приготовления фрикаделек в соусе. По желанию, как мне захочется уже в будущем. Всего с килограмма фарша у меня получается 50 вот таких вот средних фрикаделек. Выкладываю их на поднос, застеленный пергаментом, после чего отправлю их в морозилку. Конечно, можно фрикадельки делать не только из говядины, а из любого другого мяса на ваш вкус. Теперь я беру один крупный кабачок и натираю его на крупной терке. Кабачок у меня был весом примерно 400 грамм. Далее тертый кабачок нам необходимо отжать от лишней влаги, хотя этот у меня был не слишком и сочный, все равно на всякий случай я это сделала. Это очень просто выдавливаем руками лишний сок. И теперь сразу же добавляем кабачок к фаршу, который у нас из курицы и говядины. Добавляю 1 чайную ложку соли, и теперь это хорошенько все необходимо перемешать. Еще я добавляю сюда 4 столовые ложки манной крупы из твердых сортов пшеницы. Можно по желанию сейчас добавить еще какие-нибудь специи, приправу для фарша, но главное, чтобы она была натуральная, без соли в составе и без усилителей вкуса. Это мне пришлось взять миску побольше, чтобы удобнее было перемешивать. В отдельной емкости слегка взобьем 1 яйцо и добавим его к фаршу. Можно, конечно, сразу кинуть его к фаршу, но тогда оно как-то хуже перемешивается, мне удобнее сделать вот так вот отдельно. Хотя да, посуды потом придется мыть побольше. Теперь фарш оставляем в сторону минут на 15 и пока займемся остальными продуктами. Здесь у меня 1,5 килограмма, даже чуть больше, куриных бедрышек уже без косточки. Я снимаю с них шкурку, так как купила их в этот раз со шкуркой, но я ее не ем, поэтому каждое бедрышко от шкурки освобождаем. И на выходе у меня получилось 12 вот таких вот стейков, всего весом где-то в 1,5 килограмма. Отправляю их в большую миску, добавляю к ним 1 чайную ложку соли и добавляю специи для курицы. Состав, как я уже сказала, должен быть натуральный, без усилителей вкуса. И теперь просто хорошенько перемешиваю, чтобы каждый стейк у нас пропитался солью и специями. Теперь его отставляем в сторону и возвращаемся к нашему фаршу, который уже за это время немножко у нас манка набухла, и можно начинать с ним работать. Лепим из него котлетки.
Кстати, кабачок у них внутри практически не чувствуется. И, например, вот мой муж не любит кабачок, но такие котлеты ест с удовольствием, там ему кабачок совершенно не мешает. Вот столько у меня их получилось. А вот лайфхак, как разместить в одной полке сразу два таких противня котлет, просто поставить на рюмки, чтобы они не соприкасались между собой. Ну а бедрышки у нас уже тоже хорошенько пропитались солью и специями, и я выкладываю их по пакетикам. Разделила это все на 3 пакета, то есть по 4 бедрышка в каждый пакет. Вообще, кстати, маринад вы можете использовать любой на свой вкус, но вот для меня это самый простой, при этом универсальный вариант. Их я вакуумирую, так как в вакууме все-таки замаринованное мясо хранится лучше, в том плане, что оно еще лучше пропитывается ароматом, и потом уже в результате получается еще вкуснее. Вот таких 3 пакетика у меня получилось как раз на 3 раза приготовить. Отправляем их в морозилку. Фрикадельки у меня уже подмерзли, и теперь я просто их все отправляю в один пакет. Разравниваю, чтобы пакет мог горизонтально поместиться на полочке в морозилке. Их, в принципе, тоже можно завакуумировать, но это не совсем удобно. Если я захочу использовать не все сразу, то пакет все равно будет разрезан, и так будет менее удобно. То же самое с котлетами, они уже хорошо подмерзли, и можно выкладывать их в пакет. У меня получилось 2 вот таких вот пакетика с котлетами по 9 штук. Друзья, напомню, что вы всегда можете приобрести готовое меню для похудения на моем сайте olyapins.com. Есть разные варианты по калорийности и по длительности меню. Но если у вас возникли проблемы с выбором, то вы всегда можете написать мне в директ в инстаграме, и я подскажу, какое меню лучше выбрать. Далее буду готовить сырники, точнее заготавливать их. В первую очередь мне необходимо у 3 яиц отделить белки от желтков. Желтки я добавляю сразу к творогу, здесь всего 500 грамм, творог 5% жирности. Добавляю 3 столовые ложки подсластителя, это может быть сахар, либо же эритрит, а также 4 столовые ложки муки. Я использую муку из твердых сортов пшеницы. Хорошенько перемешиваем. Белки у нас остались, и мы их не будем использовать. Можно их, кстати, тоже заморозить, если не найдете применения им сразу. Я тут добавила еще 1 столовую ложку муки, так как тесто в этот раз получилось каким-то слишком влажным. Ну а теперь присыпаю поверхность мукой, выкладываю на нее тесто и леплю из этого колбаску толщиной, примерно сантиметров 5, может чуть больше. Именно для заморозки сырники я делаю маленькие, потому что тогда их удобнее будет и быстрее приготовить. Если они будут слишком крупные, то при разморозке они могут пригорать, но при этом оставаться сырыми и еще не размороженными внутри. Формируем сырнички, выкладываем их на пергамент, тут все как обычно, и просто теперь ставим их в морозилку. Вот столько у меня их получилось, но это еще не все сырники, которые я хочу приготовить, я в этот раз хочу сделать их 2 видов. Это у нас был сладкий стандартный вид сырников, а второй будет у нас соленый. Здесь 150 грамм сыра сулугуни, его я отправляю в чашу измельчителя, либо же можно просто натереть его на мелкой терке, но так это все быстрее происходит. Его добавляем к 300 граммам творога, такой же 5%, как и был в прошлый раз. И сюда уже добавляем 1 целое яйцо, также сушеный чеснок и немного соли по вкусу. Также возьмем небольшой пучок укропа и мелко его нарезаем. Можно использовать любую другую зелень на ваш вкус. Добавляем сюда в творожную массу и еще добавляем 3 столовые ложки муки, в этот раз тоже такая, из твердых сортов пшеницы. Можно заменить на любую другую муку на ваш вкус. Перемешиваем и выкладываем тесто на припыленную мукой поверхность, как и в прошлом рецепте. Если тесто получается слишком липко, можно добавить больше муки, либо же делать это все мокрыми руками. В общем, смотрите по ситуации. У меня тесто довольно рыхлое, но я не хочу добавлять еще больше муки, чтобы вкус не был у них слишком уж мучным. И, как видите, нормально все лепится, к рукам не прилипает. Этих сырничков у меня получилось поменьше, 12 штучек.
Ставим в морозилку и ждем, пока они заморозятся пару часов, после чего будем раскладывать их по пакетикам. Как готовить такие сырники, думаю, все знают, но на всякий случай повторю, просто на разогретую сковородку, там слегка смазать маслом, выкладываем столько сырников, сколько вам нужно, готовим на среднем огне под закрытой крышкой, может минут 10 с обеих сторон по очереди, то есть зависит все от сковородки, конечно же, и от мощности вашей плиты. Итак, вот все, что получилось у меня в итоге. Таких заготовок хватает на несколько недель на мою семью из 3 человек. На сегодня это все. Надеюсь, что видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, то буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео. А также напоминаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля. Увидимся с вами в следующих роликах.